История трансатлантического судна «Левиафан» класса «Император». Океанский лайнер «Левиафан» был одним из крупнейших и наиболее узнаваемых пассажирских кораблей в Атлантике в 1920-х годах. Как и все океанские лайнеры, корабль был одновременно сложной и мощной машиной, а также социально стратифицированным отелем, рассчитанным на разные бюджеты путешествий и ожидания. «Левиафан» был готов к спуску 3 апреля 1913 года. Приблизительно 40 тысяч зрителей собрались по случаю такого события. После церемонии был включен механизм запуска, и огромный корпус начал свое движение в воду. После успешного спуска на воду «Фатерланд» был отбуксирован на место отделки, где он был оснащен двигателями, трубами, мачтами и внутренним убранством. Было проделано много работы, прежде чем он мог войти в эксплуатацию. Спустя чуть больше года «Фатерланд» был, наконец, готов. 29 апреля 1914 года он был закончен и передан в Гамбург Америка Лайн. Судно было уже ярко разрекламировано. К услугам пассажиров первого класса были просторные общественные помещения, такие как зимний сад, гостиная и курительная комната. Был также ряд магазинов, бюро путешествий, банк и спортзал. Одна из самых прекрасных комнат на борту была у первого класса. Обеденный салон, который был украшен великолепной фреской на круглом потолке, окруженной пылающими лампами. «Фатерланд» мог разместить 752 пассажира первого класса, а 2 императорских люкса и 10 роскошных апартаментов были самыми красивыми каютами на судне. В каждом из них была спальня, гостиная и мраморная ванна. 14 мая 1914 года «Фатерланд» покинул Куксхафен недалеко от Гамбурга и отправился в свое первое плавание в Нью-Йорк. Как самое большое судно в мире на то время, он привлек большое внимание. Его владельцы были очень довольны их новым флагманом. Хотя позже случился немного позорный инцидент, когда капитан судна пытался отойти от пирса задним ходом без помощи буксиров. Обращаться с таким большим судном на реке Гудзон оказалось весьма трудно, и судно почти столкнулось с пирсом на противоположной стороне. Но этот случай не имел особого значения по сравнению с тем, что должно было случиться несколько месяцев спустя. 28 июня 1914 года выстрелы в Сараево стали искрой, которая скоро зажжет Первую мировую войну. Наследный принц Австро-Венгрии Франц Фердинанд был убит, и месяц спустя Австро-Венгрия объявляла войну Сербии. Из-за многих союзников Германия объявила войну России, Франции и Бельгии. Вскоре Великобритания объявила войну Германии. Европейские государства использовали коммерческие суда в военных целях. Но для Германской империи ситуация была самой тяжелой. Только 5 судов были в немецких портах. 37 потенциальных военных судов были в нейтральных портах, и одним из них был «Фатерланд». Сделав только 7 пересечений Атлантики, «Фатерланд» был в США, в Хобокене, и должен был отправиться обратно в Германию, когда началась война. 31 июля он получил приказ оставаться в Нью-Йорке и ждать дальнейших инструкций, так как у Германии была информация о том, что британские крейсеры попытаются перехватить его. Команде предложили вернуться в Германию, но больше половины из них захотела остаться с судном. Поскольку прошло много времени, они стали привыкать к их новому дому в Нью-Йорке. В течение ранней стадии войны немецко-американское сообщество использовало судно для банкетов и концертов. Но после трагедии с лайнером «Лузитания» в США стали нарастать антигерманские настроения, к «Фатерланд» был объявлен ограниченной территорией. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты Америки вступили в войну.
Фатерланд был реквизирован американскими властями. Команда была перевезена на остров Эллис, где им предложили американское гражданство. Но с поврежденными двигателями и котлами судно должно было быть отремонтировано в дополнение к трансформации в транспортное судно. Однако, 3 месяца спустя он был преобразован в Левиафан и стал военным транспортом ВМС США. Левиафан вошел в военное обслуживание на Северной Атлантике, переправляя войска к европейским полям битвы. Его вклад был очень важен. Он перевез в общей сложности больше чем 100 тысяч солдат за 19 рейсов. Однажды на борту корабля было 14 416 человек, на то время самое большое число людей на одном судне. К тому моменту уже было очевидно, какая воюющая сторона победит. Альберт Болин, который выступал против войны с самого начала, понял, что конец был близок и что его компания потеряла свои суда. 9 ноября 1918 года он принял огромную дозу снотворного. На следующий день Альберт Болин скончался в больнице Гамбурга. Война подходила к концу. Для Германии Версальское соглашение было катастрофой. Имперская Германия была обязана передать странам-победителям почти весь торговый флот, как военные репарации за суда, погибшие по вине немецких сил. В то время как взамен погибшей 7 мая 1915 года Лузитании отдали компании Cunard Line и переименовали в Беренгарию, все еще незаконченный Бисмарк был передан White Star Line и должен был быть закончен, как Majestic. Судно Левиафан должно было заменить затонувший в 1916 года Британик. Он был передан американскому судоходному управлению, но его судьба была неясной. В сентябре 1919 года он был поставлен на прикол в Нью-Йорке. Лайнер оставался у пирса в Хобокене в течение более 2 лет, в то время как политические деятели вели дебаты о том, что с ним делать. В конце было решено передать его недавно сформированной United States Line как флагман американского торгового флота. В 1921 году его отослали для переделки в пассажирский лайнер. После ремонта за $8 миллионов в 1923 году Левиафан предстал перед миром как совершенно новое судно. 19 июня 1923 года Левиафан отправился на морские испытания. Они были успешными, судно развило внушительную скорость в 27,48 узла. Новый флагман американского торгового флота отправился в свое второе плавание 4 июля 1923 года из Нью-Йорка в Саутгемптон. В то время он был самым большим коммерческим судном, когда-либо ходившим под звездно-полосатым флагом. Он быстро заработал большую популярность, особенно среди американских туристов, которые хотели путешествовать на американском лайнере. В этом аспекте, будучи единственным большим американским судном, конечно, было преимущество. Но нехватка судна-партнера привела к большим промежуткам между рейсами. Другой проблемой был сухой закон, запрещавший алкоголь. Как на американском судне, на Левиафан, как на расширении американской территории, также запрещались алкогольные напитки. Статус сухого судна, конечно, сдерживал Левиафан в 1920-х годах. Также обслуживание на судне было скудным и не шло в сравнение с обслуживанием на британских или французских судах. Это ослабило репутацию судна. Позже, в 1920-х годах, запреты были несколько ослаблены, и на судне Левиафан дали разрешение подавать алкогольные напитки, как только он выходил за пределы американских территориальных вод. Финансовая ситуация в это время становилась все хуже и хуже, достигнув худшей отметки во время краха в 1929 году. Очень немногие все еще могли позволить себе трансокеанский рейс. В 1931 году
тоннаж Leviathan был уменьшен до невероятного. Это было сделано для экономии денег на гавани, которые оплачивались согласно размеру судна. Это было признаком конца плавания судна, и в 1932 году оно было поставлено на прикол. Будучи известным и популярным, это был один из наименее успешных лайнеров эпохи 1920-х годов. В 1934 году, когда экономика немного оправилась, Leviathan совершил еще 4 рейса в Саутгемптон, но был снова поставлен на прикол в Нью-Йорке в сентябре того же года. Позже было обнаружено множество структурных слабостей, например, ряд трещин в его надстройке. В 1937 году он был продан компании British Metal Industries Limited. 26 января 1938 года Левиафан отправился в свое 301-е и последнее трансатлантическое путешествие под командованием капитана Джона Бинкса. Отставного капитана судна «Олимпик» с экипажем из 125 офицеров и солдат, который был нанят, чтобы доставить корабль к бурунам. За 13 лет, что он обслуживал United States Lines, он перевез более 250 000 пассажиров, так и не получив прибыли. Из-за размеров корабля и начала Второй мировой войны окончательный снос произошел только в 1946 году.